Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу замечательную шапочку из рафии. И у нее будет низ вот такой вот красивенький узорчик. Вяжется шапочка очень легко и просто. Рисуночек совсем такой простой, но смотрится очень эффектно. У меня вот такая вот рафия, очень мягенькая, не как пластик, а такая как бумажка. Делаем кольцо амигуруми. Одну воздушную петельку, и теперь в само колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Провязали, и колечко нам нужно хорошенечко затянуть. Делаем это аккуратно, потому что бумажечка рвется. Теперь что мы делаем дальше? У нас есть первая петелька, и в эту первую петельку, не перепутайте, да, там их, в эту первую петлю нам нужно провязать 2 столбика без накида, и поставим в первую петельку маркер. Сейчас по кругу в каждую из 6 петель нужно провязать по 2 столбика без накида. Теперь следующий ряд у нас идет: в первую петельку мы провязываем 2 столбика без накида, потом идет 1 столбик, так по кругу 2 1 будем чередовать. Следующий по кругу у нас будет 2 столбика без накида, это как прибавка, буду говорить, и потом идет по одному столбику без накида, их будет 2. Прибавка и 2, прибавка и 2. Потом дальше у нас будет идти ряд прибавка и 3, прибавка 3, потом будет идти прибавка 4, прибавка 5, 6, 7, 8, 9. И смотрите уже по кругу, по сантиметрам, сколько у вас выходит сантиметров. Итак, сейчас я вам покажу. У меня выходит 17 сантиметров. Но это еще у нас не конец. Сейчас ряд нам нужно будет провязать 1 без прибавок. И дальше мы будем опять делать с вами прибавку. Да, размер шапочки я вяжу на 56-58 сантиметров обхвата головы. Сейчас этот ряд можете уже провязать самостоятельно, без прибавочек. Теперь следующий ряд. Я закончила до бесприбавочный ряд, у меня было 9 петель. Сейчас вот у меня идет следующий ряд, где я делаю прибавки. Сразу первая петель у нас идет прибавка. И в этом ряду я уже буду провязывать, значит, 10 петель прибавка, 10 петель прибавка.
Таким образом мы провязываем с вами полностью по кругу. Обязательно круг этот у нас, когда будет, если у вас готовый, у меня это делает 19 сантиметров. Это подходит, еще раз говорю, на 56-58 сантиметров головы. Круг, когда будет готов, его нужно будет отпарить. И теперь после последней прибавки я провязала 5 рядов. Вот у меня был последний ряд прибавочек, и там было 10 петелек. Провязала 5 рядов без прибавок, и теперь следующий ряд также буду делать прибавки. Голова, потому что у нас немножко расширяется, и будем ее подстраивать, шапочку, саму тульку. Первая петля обязательно делаем прибавочку, и теперь я буду провязывать уже не 10, а 11 петель и прибавка. Таким образом провяжем по кругу. Следующие ряды у нас идут без прибавок. Теперь нам нужно провязать дальше тульку уже без прибавочек до пока у вас шапочка не сядет на ушки. У меня это получилось 6 рядов. Ушки должны быть половинку на половину закрыты. Иначе просто шапка будет немножко неудобно, будет падать. Дальше мы будем вязать наш уже узор. Следующую петельку делаем соединительную, делаем одну воздушную петлю подъема, и теперь сюда же столбик без накида. И возвращаем наш маркер. Ну, в принципе, маркер уже нам может не понадобиться, потому что тут уже будет все видно по рядочкам. Дальше делаем одну воздушную петлю подъема, 2 петельки пропускаем, и в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. 2. Делаем одну воздушную петлю подъема, и еще сюда же мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Так, теперь делаем одну воздушную петлю подъема, 2 петли пропускаем, в следующую петлю столбик без накида, 1 воздушная петля, 2 петли пропускаем, и в следующую провязываем 2 столбика с одним накидом. Между ними 1 воздушная петля подъема, и еще сюда же 2 столбика с одним накидом. И обязательно после этого делаем 1 воздушную петлю подъема. 2 столбика пропускаем, 2 петельки, делаем столбик без накида и 1 воздушную петлю подъема. Таким образом вяжем по кругу. Следующий ряд закончили мы воздушной петелькой, и вот у нас здесь был столбик без накида. Сюда мы делаем соединительную петлю и сразу набираем 3 воздушные петли подъема. Сюда же мы провязываем 1 столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом. Это у нас как бы начало ряда. 1 воздушная петля подъема, и теперь где у нас были столбики, мы туда делаем столбик без накида, 1 воздушную петлю подъема. В следующую, где у нас был столбики без накида, мы туда провязываем уже 5 столбиков с одним накидом. 5 столбиков с одним накидом провяжем и сделаем 1 воздушную петлю подъема. У нас получилось, что в нижнем ряду 4 и между ним воздушная петелька. А теперь воздушных петелек нету. Между ними, да, 1 воздушную петлю провязали сейчас. И делаем в эту воздушную петельку, делаем столбик без накида. Такой рисунок будет повторяться. Ой, не перепутайте, не спутайтесь. В начале ряда у нас было 3 столбика с одним накидом, и теперь сюда же мы добавляем в конце 2 столбика и делаем, где у нас шли петли подъема, делаем соединительную петлю.
Воздушная петля подъема, столбик без накида. Так, и одну воздушную петлю я пропустила, но вы ее не пропустите. Провязываем сейчас 3 столбика с одним накидом и одну воздушную петлю. И еще сюда же 3 столбика с одним накидом. Теперь у нас будет не 5 столбиков, а 6. 3 и 3. Между ними воздушная петля. Когда заканчиваем столбики с одним накидом, обязательно делаем одну воздушную петлю подъема. Теперь, где у нас было 5, сделаем столбик без накида и одна воздушная петля подъема. Дальше также провязываем 6 столбиков с одним накидом. До и после этих столбиков обязательно нужна воздушная петля подъема. 3 столбика с одним накидом, воздушная петля подъема и еще 3 столбика с одним накидом. Таким образом вяжем по кругу. Если то, что я говорю, вам непонятно, вы просто смотрите, пожалуйста, на видео и обязательно себе можете переписать мои шаги. Здесь, я думаю, все видно, куда я завожу и что, какой я делаю, либо воздушная петля, либо столбики без накида. Следующий ряд, в наш столбик мы провязываем соединительную петлю, 1, 2, 3 воздушные петли подъема. И теперь у нас уже будет не 6 столбиков, а 7. Только не будет воздушной петли между ними. Полностью 7 столбиков. Только в начале мы делаем 3 столбика и 1 воздушная петля, да, для того, чтобы конец у нас также можно было соединить. 7 столбиков с одним накидом. До и после обязательно делаем воздушные петли. Что-то непонятно, обязательно спрашивайте в комментариях. Всем обязательно отвечу. Не нужно стрессовать, не нужно писать сразу негативные комментарии. В принципе, чем больше комментариев вы напишите, тем мне лучше, но дело не в этом. Вы смотрите видео, сначала смотрите, потом понимаете, сможете ли вы это связать или нет. В принципе, все очень просто. Так, сейчас здесь вот как раз конец ряда. И если у меня было 4 столбика, можно сказать, да, 3 тоже считаются воздушные петли как за столбик. И просто довязываем столько столбиков в конце, сколько нам уже нужно. Так, у меня было 4. 1, 2, 3, 4. Так, все. И 3 я провязала. И последняя у нас будет соединительная петля. Поэтому, если что-то непонятно, что-то не так, что-то у вас не так идет, обязательно спрашивайте. В общем, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Прячем хвостик. Все, наша работа готова. Да, очень. Если вы хотите еще, конечно, больше как бы узорчик, получается как бы ниже шапочку, то провязывайте еще больше этих столбиков. Вот и все. Такой легкий узор, легко вяжется, и шапочка так хорошо прям сидит. Всем пока-пока, а вам легкого вязания. Обязательно себе записывайте. Обязательно записывайте, что по рядам и как идет. Тогда вы будете видеть и понимать саму схему вязания. Пока.